Подключаетесь к Wi-Fi в кафе, в отеле или в аэропорту? Тогда важно помнить, все, что вы делаете в интернете, может видеть ваш провайдер, администратор сети, а иногда и кто-нибудь посторонний, если сеть небезопасная. Особенно это касается открытых сетей, незащищенных паролем и не использующих протоколы безопасности. Там вообще трафик идет как на ладони. Но есть простой способ исправить это. Warp от Cloudflare. Сразу хочу сказать, тесты показывают, что его работа сильно зависит от региона и провайдера. Всех мы протестировать не можем, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, работает ли у вас Warp или нет и какие другие решения вам помогают. Спасибо за то, что делитесь опытом. Warp — это не классический VPN. Он работает немного по-другому, и сейчас объясню, чем именно он полезен, кому подходит и чем отличается от обычных VPN-сервисов. Начнем с того, кто такие Cloudflare. Это огромная компания, которая обслуживает и защищает миллионы сайтов по всему миру, от маленьких блогов до крупных интернет-магазинов и банков. Они запустили свой DNS-сервис 1.1.1, а потом приложение, которое этот DNS дополняет и усиливает. Для мобильных устройств это приложение называется 1.1.1 Faster Internet. Внутри него и прячется Warp. Для компьютера же оно так и называется – Warp. Суть простая. Вы нажимаете одну кнопку, и ваш интернет-трафик начинает идти через защищенный туннель. Он шифруется и оборачивается в безопасную оболочку. Что это дает? Ваш интернет-провайдер уже не может видеть, какие сайты вы открываете. Трафик идет через серверы Cloudflare. То есть вы получаете больше приватности, больше безопасности и часто даже большую скорость, потому что Cloudflare использует свою глобальную сеть, чтобы ваш трафик шел по кратчайшему маршруту. Теперь давайте сравним с обычным VPN. Зачем вообще люди ставят VPN? Например, чтобы открыть сайт, который заблокирован в их стране. Или чтобы выглядеть так, как будто они в другой стране. Скажем, подключиться к серверу в США и смотреть американский Netflix. VPN подменяет вашу страну, ваш IP, и весь трафик проходит через сервер в выбранном месте. Warp так не делает. Он не подменяет страну, и вы не можете выбрать, откуда выходить в интернет. Он сам подключается к ближайшему дата-центру Cloudflare, чтобы обеспечить скорость и стабильность. Поэтому, если вам нужно именно сменить страну, Warp не подойдет. Тут лучше использовать классический VPN. Но зато Warp не замедляет интернет, как это часто бывает с VPN. Он работает быстро, почти незаметно и очень легко настраивается. Просто скачал и включил. Никаких логинов и сложных инструкций. Приложение доступно на Android, iOS, Windows и macOS. Установка занимает минуту. После первого запуска вам предложат разрешить создание VPN-профиля, нужно согласиться. И все, трафик пошел через защищенное соединение. Есть несколько режимов работы Warp. Первый — это DNS-защита, то есть шифруются только адреса сайтов, а остальной трафик идет как обычно. Это лучше, чем ничего, особенно если вы не хотите нагрузки на всю сеть. Почему скрывать именно DNS-запросы важно? Потому что они содержат информацию о том, какие сайты вы посещаете, и если эти запросы не шифруются, провайдер или злоумышленники могут их перехватывать и отслеживать вашу интернет-активность, а также передавать эти данные третьим лицам. Второй режим — 1.1.1 Warp. Он шифрует уже весь трафик. Браузер, приложения, мессенджеры, музыку, карты — все. Это более надежный вариант, особенно если вы подключаетесь к незнакомой сети. Кстати, в приложении можно настроить фильтрацию контента. Например, включить блокировку вредоносных сайтов или сайтов с контентом для взрослых. Это делается буквально в пару кликов. Через пункт 1.1.1 for Families в настройках. Есть еще несколько интересных настроек. В частности, вы можете выборочно исключить Wi-Fi сети при работе приложения. Теперь о важном. Работает ли Warp в России? На практике все зависит от вашего провайдера. Некоторые из них блокируют определенные протоколы, и Warp может не подключаться. Особенно это касается регионов с активной DPI-фильтрацией. Если Warp у вас не работает, это не баг, это ваш оператор блокирует соединение. Тем не менее, попробовать можно. У кого-то работает стабильно, у кого-то только в мобильной сети, у кого-то не работает совсем. Проверяется просто. Скачали, включили, подключилось. Отлично. Подводим итог. Warp — это не VPN, а простой и удобный инструмент, который делает ваше подключение к интернету безопаснее, приватнее и зачастую даже быстрее. Он не даст вам доступа к заблокированным сайтам в других странах, но отлично справится с защитой в публичных сетях и обычной повседневной активности. Это решение в стиле «включил и забыл». Бесплатное, быстрое и сделанное с упором на приватность. В общем, если вам не интересно заморачиваться, но вы хотите базовую, я подчеркиваю, базовую защиту в интернете, то Warp — это то, что нужно.
На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.